Ты удивишься, как два льва могут появиться из пустого листа. Но это не магия, это линии, дыхание и тонкие пятна света и тени, которые соединяются в образ. Начинаю не с деталей, а с направления, с ритма, не в музыкальном смысле, а в композиционном. Куда движется взгляд, где будет пауза, где напряжение. Один силуэт наклонен, другой его держит. Уже в этих линиях заложено ощущение сцены. Я не рисую очертания львов, я прокладываю маршрут, по которому зритель потом будет смотреть. А знаешь, ошибиться в композиции – это как поставить запятую не в том месте. Смысл рушится. Поэтому даже когда кажется, что я просто водила карандашом, я уже решала, кто в этой истории главный. Добавляю формы, все еще легко, как будто шепчу карандашом. Главное – понять, где пустота важнее линии. Плечо, спина, львица закрывает глаза своему льву, дабы закрыть обзор на других львиц. Здесь важно не спешить с контуром. Не рисуйте льва, рисуйте вес, покой, обнимание. Сосредоточьтесь на массе, где центр тяжести тела, как лапа львицы, обтекает морду льва. Я использую мягкий карандаш, обычно 2B или 4B, чтобы линии можно было стирать, растирать, дышать ими. Посмотрите на изгиб позвоночника льва. Он не прямой, он как волна. От основания хвоста к шее идет главная динамика, которую важно не сломать. Линию не давлю, рука буквально прогуливается по бумаге, так легче сохранить живость. Теперь цвет. Самое главное – не пытаться раскрасить. Я ищу пятна, кисть, акварель, много воздуха. Смотрю не на львов, а на отношения между пятнами. Использую нейтральные и приглушенные тона – охра, Марс коричневый, вода. Это не просто эстетика, это способ удержать внимание зрителя. Согласны? А вы знаете, почему я выбрала именно эти цвета? Охра, Марс коричневый. Охра – это земля, настоящая. Такое рисовали еще и в пещерах. Марс – это цвет предчувствия. Его нет в радуге, но мы его чувствуем кожей. И вместе они не спорят, они дают ощущение объятия. Акварель любит воду, много воды. Параллельно я использовала желтый, красный, синий цвет, но в малом количестве. Начинаю собирать свет и тень. Где-то промываю водой, где-то добавляю слой поверх. Золотое правило – не спешить. В акварели лучше не докрасить, чем переделывать. Ты видишь, как они обнимаются? Но в технике. Я сейчас не про чувства. Я про баланс теплого и холодного. Про то, как желтый согревает серый. Про то, как прозрачность может быть сильнее плотной краски. Запомни, мой друг, акварель все чувствует, и особенно неуверенность. Добавляю контур тонкой кистью, не все подряд, а только там, где взгляд должен остановиться. Это создает ритм, где-то просто тень, где-то акцент. Контур – это не граница, это выбор. Художник решает, что важно, и зритель идет туда, куда ты позволишь. А попробуй сам. Проведи взгляд по контуру. Ты ведь почувствовал, где лев сильный, а где уязвимый. Многие спрашивают, как рисовать чувства. Вот так, через паузу, через легкое прикосновение кисти к бумаге, через доверие к материалу и, главное, к себе. Но если говорить технически, чувства передаются через жест. Попробуй встать и повторить позу львицы телом. Почувствуй вес ее лапы, как она опирается. Почувствуй, как смотрит масса. И только после этого рисуй. Иногда я делаю один мазок и останавливаюсь, не для эффекта, а чтобы услышать, что сказала бумага в ответ.
Иногда тишина в акварели сильнее любых штрихов, особенно если речь идет о нежности. Не усиливай ее, просто не мешай ей проявляться. И помни, технические чувства – это чаще всего правильная пауза, место, где ты ничего не дорисовал. Именно там зритель все дочувствует сам. Использую белый контур для бликов, но осторожно, как бы подсвечивая изнутри. На гриве, на лапе, немного по краю уха, и фигура зазвучала. Белый контур как вспышка памяти. Она не для света, а для акцента, чтобы напомнить, вот здесь ты должен остановиться, вот здесь смысл. Кисть, немного золотого контура. Она не всегда уместна, но здесь оправдана. Львы не просто объятия, это момент силы. Сила – это быть рядом, когда больно. Помнишь, с чего все начиналось? Простые линии, легкий штрих. А теперь взгляд, объятие, история. Если тебе близок такой подход, подпишись. На этом канале ты не просто смотришь, как рисуют, ты видишь, как появляется жизнь. А если повторишь за мной, напиши в комментариях. Мне будет интересно увидеть, как ты проживешь этих львов по-своему. Азольда Гараева. Рисую с объяснением. Спасибо за просмотр.